это самое, пойти погулять или гимнастику вот тут сделать Нет, на едешь. траве. Нет, едешь. Так. Уже все. Ну все, мы в эфире. Я, кстати, говорить еще могу. Еще можешь, да? Ну это да, Катя, поэтому ты психолог. Слушай, ой, у кого есть желание, да, пойти купить лифчик и вообще шопинг. Боже, как я ненавижу шопинг. Представляете? Да. Все женщины любят, и я ненавижу. Не все женщины. Да? Не все, да? Ну, слава богу. У меня Кать, это дай. время. Как ты говоришь, бремя, да? Трата времени. Ой, да, трата времени. Все уже теперь будут знать, что у меня нету лифчика дома черного. Да, такое бывает. О, 5 человек уже. Привет из Лондона. Здравствуйте. Ну, в общем, знаете что, дорогие подписчики, я же человек непредсказуемый, и дело в том, что у меня друзья тоже непредсказуемые. И все вокруг меня такие же непредсказуемые, поэтому все так и складывается. Как меня слышно, кстати? То у меня микрофончик тут от интересной очень девушки. Мы сегодня записали 2 видео с Екатериной о придурках, ну то есть о психопатах. Да, и сейчас через несколько дней они все выйдут. Фу, так много наснимали. А теперь, в общем, сейчас, подожди, хорошо слышно. Жарко очень, там все жарко, но я тут не одна. Дело в том, что я теперь только что была с одним психологом, теперь с другим психологом, которая приехала с Москвы, ой, с России, ну, неважно, чуть-чуть ошиблась. Давай Да. ближе садись, Давай. а то нас не видно. Ага. Вот, и она прилетела и говорит, значит так, Виктория, руки. ты представляешь, в общем, я говорю, что-то я так Египет перестала любить. Она говорит, не-не-не, ничего страшного, люби, еще люби, в России все еще хуже, потому что там ярмарка тщеславия, ты рассказала, да? Ну, вот давай рассказывай. Ярмарка тщеславия, она давным-давно идет. Да? Да. На самом деле, чем Египет ярмарки тщеславия здесь, Нет. здесь и так кайфово. Да. Вот в шортах, значит, в шортах. Тебе не надо надевать какой-то там от кутюр что-то, чтобы выглядеть лучше. Ну, потому что тут и нет кутюр. Ну, почему нет? Каир, пожалуйста, А, да? и можно любой кутюр. Но если вы купите кутюр, никто не заметит, вот в чем дело. Да. А там оценивается все равно. Я говорю, что я перед отъездом увидела шляпу. Туда как попадаешь, ты на ярмарку тщеславия, тебе тоже хочется. Вот. Я купила шляпу панамку Жак Мюс. Вот, за 16 тысяч. Я обалдела вообще. Я обычно аксессуары за такие цены не покупаю. Ой, елки-палки. А у меня вот, надо рассказать всему миру, что у меня нет черного лифчика сейчас. Я, в общем, выбросила их всех, и до сих пор уже неделю хожу без них. И думаю, когда я доберусь до этого магазина, купить себе лифчик. Так что, если кто-то хочет со мной сделать шопинг, вы можете мне выбрать лифчики. Можете сразу подарить. Какой у меня размер? 3, да? 85 АБЦ. С. 85 С. Правильно же, Кать? Я не знаю. Ну, в общем, все. Дорогие мужчины, запишите себе номер, можете мне в Хургаду переслать лифчики. Черные, а то у меня нету, я их выбросила. Так, ну я буду ерунду болтать. Видимо, мне надо отойти в сторону. Ну, давай, рассказывай, как там ярмарка тщеславия. Давай. А что рассказывать? Ну, расскажи что-то. Вот, расскажи, ты Нет, же сюда... на самом деле, правда, это интересно. Ты включаешься, это как соревнование. И ты, тебе тоже нужно что-то, какое-то платьишко новое, кофточку новенькую. И без конца вот это неискончаемо. И вот там есть байеры, да, через которых мы там что-то выбирали. Но вот я в России была сейчас 5 месяцев. Что-то так давно я так долго не была в России, что когда приехала сюда, думаю, боже мой, как же здесь хорошо. Не надо играть на опережение, как говорится. Вот так. Ну, Так что... расскажи, что ты 17 килограмм скинула. Ну да. С последнего видео, когда мы с тобой снимали, да, это февраль был, как раз перед вылетом. Да, я сбросила 17 килограмм. Без всяких оземпиков, всяких штук дополнительных. Нет, сама просто села на диету четкую. И все, в этом у меня был опыт. Так что вот такая вот история.
и сбросила 17 килограмм. На самом деле, раньше мне было тяжело. А когда внутри закрытые потребности, есть опоры внутри, ты спокойно это делаешь, тебе не нужны марафоны, народ рядом, да, группа поддержки такая, вообще просто все. Вот, и как-то легко. Мы как-то надо посмотреть то видео, да, Мгм. в этот, Где ты побольше? да, ну где, Вика, ты мне мягко сказала, где ты, говорит, побольше, на 17 килограмм. Вот. Так что, ну, я сейчас я говорю, что когда поменяла образ жизни и вообще отношения, когда ты смотришь, и тебе хочется по-другому все. Вот, а знаете, самый прикол, что я приехала, купила самые любимые мои манго. Я не помню этот сорт, как называется, тонкая корка, вкусные невозможно. А оказалось, что я их уже не люблю. Ну, то есть вот, Да? да. Когда ты уже в этом году не любишь? Конечно, я вот, когда прилетела, сразу первым делом заехали, у меня холодильник пустой был, А. и заехали в магазин. Я купила эти манго. Я вспомню, забыла, как они Что ты называются, вообще сорт. разлюбила все манго? Ты знаешь, вообще кайф не словила. Да? Мгм. Но там Я очень много удивилась. сахара. Да, да, А да, слушай, а да. ты знаешь, что манго вредно для почек? Катя, представляешь? А вот. Манго не ешь? Вот, вот. Что ты за человек такой? Я сама удивилась. Ну, я А, аюрведа, на аюрведическом питании это специи, а. когда добавляешь, и тебе достаточно. Раньше вот хотелось, да, каких-то манго, что у нас там, клубнику, и ела, мне кажется, какими-то ведрами. Вот. А сейчас удивилась, сильно удивилась, потому что я такая: приеду, сейчас манго, вот прям самое вкусное, потому что у них короткий период, ну, созревания, всего там месяц, по-моему. Вот, и все. Ты скучала по Египту, да? Конечно, Да? скучала, да. Ну, потому что здесь расслабленность. Слушай, у меня вот, я после Черногории, я что-то так перестала его любить вообще. М, Представляешь? Здесь совершенно по-другому все. Нет, Черногория – это Черногория. Это разные вещи. А Африка – это Африка. Вот. Черногория – это Европа. Вот. А мы-то в Африке. Здесь все по-другому, и поэтому нужно делать какой-то, я не знаю, Слушайте, такое впечатление, что скидку. рядышком какая-то Скидку. кошка сдохла, правда? Странно. Ну, здесь всегда... Вот Кто-то вздыхает, да? Хургаду ты как узнаешь? Что Ты воняет, когда да? прилетаешь, первое, что такой запах канализации. Кстати, в этот раз не было запаха канализации, я удивилась. А обычно запах канализации. Это: о, я дома. Да. Да. Но здесь самая плохая вообще канализационная система. Потому что ну, Хургада, когда строилась, рассчитана не было на то, что это станет такой большой город, что огромные, как скажем, диаспоры приедут сюда, переедут, будут жить. Вот, как-то так. Поэтому канализации делали, как говорится, из говна и палок. Вот и все. Поэтому и запах. А еще самое интересное, когда идет на новолуние и полнолуние. Вот я до сих пор не помню, видимо, давление идет, то ли море отходит, а канализация наоборот поднимается. Это мне Да, еще есть такое, объясняли, да? да, объясняли египтяне. И начинает выходить все наружу. Вот. Якусь там что-то пишут твои подписчики, я даже не Да-да-да-да-да. знаю, да. Вы почти голая. Почему, спрашивают? Чего? Кто голая? Я или Елена? Елена? Елена, почему ты Голая? голая? Где? Покажите. Рубашка такой фасон. Вот он такой интересный. Здесь он не Да, это застегивается. завершение образа, вы просто ничего не понимаете. Вот, так что не голая, не получилось у вас. Должна была, чедру? Не, ребят, не получится. Я не ношу чедру, я хожу в шортах по улице, и это нормально.
Здесь, кстати, вот в Хургаде к нам относятся, ну, уже привыкли, да, потому что здесь туристическое место, а вот так выехать куда-то, допустим, где, ну, нет столько людей, когда люди не привыкли еще, могут и камнями закидать. Так что всегда, если приезжаете в Египет, обязательно что-то такое длинное Ну, нужно ты знаешь, мы когда одевать. с Галиной плавали в море, Ага. там молодежь стояла слева, и кто-то в нас кинул камнем. Ух ты. Вот так вот возле нас, вот так вот прям, вот тут вот. А Галина говорит: Виктория, рыбка. Я говорю: это не рыбка. Это Мгм. нас кинули камнем таким. И получается, что это за маневр у них кидать в иностранцев камнями? Что это? Ну, это деревенские. А, ну, Они, это люди, которые очень глубоко верующие, да, религиозные и такие. что там написано, что нас кидать надо, да? А? Там написано, что в Нет, религии... нет, нет, нет. Ну, для них вот раздетая женщина в купальнике, да, это нонсенс, да, это совращение, это соблазн, это все. И проще кинуть камень, чем выдерживать это все. Вот и все, Да. конечно. Поэтому, ну, тем более молодому, не устоявшемуся уму. Ну, многие же ребята, они как подростки. Вот, они и во взрослом состоянии подростками являются. Поэтому многие мужчины остаются вот в подростковом таком возрасте. А зрелость, она это когда ты понимаешь, что это чужая жизнь. Ну, то есть ты можешь отличить, да, чужую от своей, не перекладывать ответственность. Вот и все. Мгм. Поэтому, ну, очень осторожно нужно. Я вот не люблю бесплатные пляжи. Мгм, Я мгм. люблю там, где очень мало допускают людей, ну, такого местного населения. Есть пляжи, да, которые для, ну, европейцев, назовем так. Вот. И, ну, там комфортно, ты себя чувствуешь хорошо, безопасно, во всяком случае. Мгм. Вот. Так что, не знаю, я скучала по Хургаде, скучала по расслабленности. По расслабленности, По да? расслабленности. Все Египет, равно Египет учит расслабляться, да? здесь ты расслаблен. И что-то я этого не чувствую. У меня, видимо, свой диагноз. Нет, у тебя может быть повышенная тревожность внутри, да, и когда Ой, повышенная тревожность, да, кажется, что все мешает, что-то все где-то мелькают, мельтешат, что-то тут ходят, да, вот бывает я думаю, такое что это. я какой-то человек, я где-то читала, что я, знаешь, я 9 июня родилась, и Мгм. что вот девятки, они, ну, это нумерология, что у них как бы каждую секунду выделяется в тело адреналин. И Мгм. получается, у меня вот очень много энергии, я такая, а я же еще такая воинственная. И получается, что несмотря на все спокойствие, мне неспокойно, потому что, ну, видимо, у меня природа такая неспокойная. Может, Может быть, может, да? может. Ну, я бы, Что? Ребята, нужно Что нужно? единение. Уединение? Ну, то Да, у они меня... ресурс восполняют. Когда одна, да? Ресурс восполняют в одиночестве. 100%. Она еще нумеролог, поняла? Она вот так Мгм. разберет, кто враг, кто друг, и все, и хана, понимаешь? Это психолог-нумеролог. Это вам не хухры-мухры. Да. Так, Да, цифры жесткая вещь. кто? Цифры жесткая вещь. Да, да, Да. прочитайте. А на самом деле, самое главное, чтобы у тебя там не выделялось, какой бы там адреналин, да, он выделяется для того, чтобы ты умела с ним справляться. Надо Вот и все. Вот спорт. это важно. Куда его? Может быть, попить какие-нибудь специи. Я вот сейчас у меня Специи, да? чай вообще офигенский. Какой чай? Ну, 2 я завариваю каждый день, и вот в первой половине дня я пью его постоянно. Ложку розовых лепестков, у нас они продаются навалом, да, розовых лепестков, там 5 штук этих мятных листочков, фенхель, чайная ложечка, и все. Да? И кипяток. Немножечко постоял, выпиваешь это. Прекрасно. Этот тоже успокаивает он. Либо помогает пищеварению, там, это тоже такой, не Кар- кардамон, господи, кар-
да? кориандр. А. Там еще кардамон. Кориандр, зира и фенхель. Блин, вообще. Пищеварение помогает, что? потому что... Ну, Надо вот пить. мы сходили в ресторан. У нас есть потрясающе вкусные здесь супы они делают. Какие? Коллагеновые. Коллаген В прям. каком ресторане? Их несколько. Их нужно просто посмотреть, Надо какой показать лучше. людям. Да, давай сходим. Вот задали вопросы про аюрведу. Ага. Какое питание про аюрведе? Рассказывай. Ну сейчас я расскажу сначала. Вчера съели суп. И я люблю, конечно, специи вот их египетские, но они острые, мне они не подходят. Ну а я вчера, как вкусненько. Ну и все, прихожу, мне плохо. Ну прям тяжело. И я вот этим чаем быстренько раз спаслась. Давайте, что сегодня, например, завтрак у меня был. Нутовые лепешки – это очень просто, вообще очень просто. Нутовая мука, туда куркума, зира, черный тмин, соль и все. Вот. И вода тепленькая. Можете яичко, если вам надо. Все, сделали маленькие лепешечки на сухой сковороде до вот этих вот розово-коричневых таких бочков. Все. Творожный сыр. Ну, у нас здесь, я покупаю такой домашний. Творожный сыр и финик, которые свежие. Есть желтые финики, вкусные невозможно. Ты их покупаешь свежие, есть их, ну, я не могу свежими. Я их в морозилку, меня научили здесь египтяне. В морозилку, они немножечко полежали, вытаскиваешь, просто прелесть. Да. И ты вот эту лепешечку, этот, как он называется, творожный сыр и этот финик. Кто сладкое не любит, вы можете помидор сделать. Томат точно так же, но только его хорошо бы подогреть на сковородочке. Так, вот. Подогрели на лепешечку. Завтрак потрясающий. Ну, часа 4 минимум ты есть не хочешь. Вот. А вот перед встречей, часа, наверное, 2 назад, берешь тыкву, запекла с кокосовым молоком, и можно растительное немножко добавить. Тоже специи, тоже куркума, коробочку этого кардамона, что там еще? Коробочку кардамона, слушай, забыла. Соли немножко. И все, по-моему. И все, чуть подогрели блендером. И туда добавляете либо масло кхи, либо топленое масло. И ложечку меда, если сладкого хочется. Ну, мне хочется сладкого. Я беру ложку меда, но только не в горячее. Очень важно, не в горячее, иначе он канцерогены начинает выделять. И это не на пользу будет. Вот и все. Супер, супер. Да, и оно все просто. Вот настолько просто. Но я еще заморочена этим делом. Я люблю. Ну, так это здорово. Вот. Ты скажи, сколько ты тут денег тратишь на жизнь в Хургаде? Слушайте, при аюрведе ты тратишь минимум. Вот я в этом точно говорю. Еще знаешь, какая интересная штука? У меня редко стало есть мясо, рыбу, но не могу, не лезет это. Я уж себя, честно говоря, заставляю иногда, потому что, все равно для тела как бы нужен такой белочек. Вот. Так что, вот. Что еще хотите узнать? Дорогие друзья, задавайте вопросы, пока у нас Елена в гостях. Елена у нас психолог. Слушай, а на какие вот темы чаще всего обращаются сейчас? Люди обычно хотят решить свои проблемы. У меня недавно ролик один залетел про отношения. Да? Почему мужчина уходит, да, и очень столько боли женской, просто вообще. Девчонки пишут, что сняли розовые очки, да, что там теперь, все равно рука тянется написать ему, позвонить ему. Да. Это созависимость, да? Это не созависимость, это громкие слова на самом деле. Каждой женщине просто хочется любви, просто хочется тепла. Вот человеческого. Слушай, а вот смотри, тепла, такой момент, да. вот допустим, надо, чтобы меня
Дорогие давай, друзья, давай, это я тут, видите, такая без лифчика сижу. В общем, у нас сегодня такой прикид с Еленой. Ага. Знаешь, что я хотела задать вопрос? Вот смотри, вот, допустим, бывает же такое, вот, может же быть такое, что ты проживаешь жизнь проживаешь, и все-таки, ну, тебе не удастся встретить своего мужчину. Вот надо же быть счастливым. И что ты уже должен быть несчастлив, потому что нет мужчины? Ну, что это? Ну, что вот? Ну, скажи вот. Это же какая-то, блин, нелепость. Нет, смотрите, если думаете, что счастье зависит от того, есть мужчина или нет, ну, вы в проигрыше, 100%. Счастье, оно внутри. Ничего снаружи не может быть. Никак, никак. Полнота должна быть внутри. Когда вам и так хорошо, появляется мужчина, и вы смотрите уже трезвым взглядом. Вы смотрите на мужчину и думаете, моя жизнь от этого улучшится или ухудшится? И вот это вот самое главное, да, потому что я вообще восхищаюсь, как мужчины привыкли, они неосознанно тестируют женщину, да, а можно, нельзя, а что, как мне, насколько мне можно переступить эту черту, ага, а вот так вот. Не получается, ладно, а вот так, с этого боку. Вот. И вот это вот постоянная интересная история. Главное, чтобы у вас были понятия, как вам хорошо. Вот когда есть понимание, что вам хорошо, вы тогда не ведетесь, а когда очень хочется тепла, очень хочется мужчину, очень хочется секс, да, можно говорить или нет, А ну, вот, включи. Это, очень, включи ага, вот, YouTube. и тогда какая история происходит? Это значит, во внутреннем мире у вас пусто, и вы хотите, чтобы кто-то заполнил. Блин, ну это проигрыш, это такая уязвимость, потому что, ну смотрите, если мы думаем, что деньги нас спасут, да, ну вот раз так и помогли, то раз и исчезают деньги. Я в свое время, я сейчас скажу вам, господи, дай бог памяти, какой год-то. Э, а вот не вспомню я вам сейчас. У меня бизнес был, вот, не буду говорить, я занималась, тогда это было незаконно, ну и сейчас это незаконно. Тогда это было, тогда еще не вошло это в запрещенную форму, и тогда мы ей занимались. Вот. И был такой момент, что хопс, и потеряла я бизнес. Блин, как это больно, как это страшно, страх, что я умру буквально. Вот, но на самом деле же есть другая работа, что-то другое там в жизни. И можно выбрать другой путь. В моей жизни я выбрала психологию, потому что это хобби с детства было у меня. Вот, и это мой путь, в принципе, жизненный был. Смотрите, я знаю много пар, которые любили друг друга, и один из супругов умирает. Боль, дикая боль, ее очень трудно восполнить, потому что внутри пусто. Поэтому, девчонки, мальчишки, я вам точно говорю, внутренний мир очень важно заполнять. Тогда у вас не будет зависимости. Вот. Тогда не будет, есть мужчина, там, есть деньги, то есть внутри хорошо. Сейчас, вот я рассказывала про ярмарку тщеславия, нет у тебя денег, значит, ты говно. Нет машины модной, да, очень важно. У тебя есть машина, так ты уважаемый человек, а как она досталась? Чем она, по наследству или еще как-то? Никого это уже не волнует, что человек там, допустим, зарабатывал и заработал на эту машину, либо, как у нас называется, да, оральным способом. Вот, никого не интересует, этого человека можно уважать, слушать, что говорит. Вот. К сожалению, вот такая история. Ярмарка тщеславия, она такая, заставляет бежать, зарабатывать, тратить, покупать.
Вот. У меня нет мужчины. Блин, как это плохо. Вообще, все, я какая-то бракованная. Фигу. Это кайф иногда бывает Да, да. вообще. Я когда тренировала, знаешь, то самое, у меня девушка ходила на, ну, я персональные тренировки вела тоже, и Мгм. она говорит, вот был период, она очень гналась за брендовыми вещами, и она заболела. То есть она так хотела быть всегда в тренде, она вот зарплата только-только, она в магазин, и все спускала. И она, получается, настолько хотела быть в тренде, что у нее от этого началось какое-то психическое расстройство. Слушай, ну у меня, я сейчас скажу, я люблю дорогие и очень качественные вещи. Но это правда. Я покупаю, у меня шелк, лен, хлопок и кашемир. Ну, вот я на этом повернута. Я повернута на качестве, не никак. И, ну, я могу себе позволить. И мне важно это. Это не обязательно должна быть прям супер модная вещь. Нет, это мой комфорт. И это здорово. Вот. И я не могу синтетику носить. Ну, не могу я ее носить. Во-первых, ну, я Не-не-не, так это не говорится, что брендовые, это, там, допустим, там джинсы от какого-то, есть же множество подобных, ну, классных. Допустим, есть просто, допустим, ты можешь купить хорошую качественную машину или ты купишь Мерседес. Мерседес ты переплачиваешь 40% за просто за качество. бренд. За качество. Ну, и за бренд. Мерседес, у меня был Мерседес, поэтому я знаю, что это качество, это безопасность, это комфорт в движении. Не-не-не, Поэтому речь сейчас немножко о другом, о том, что люди очень сильно гоняются за брендами вообще. Ну, за айфонами, вот, например. Ну вообще, Ну. не только за айфонами, за И брендовой за ними, одеждой. да. И за что, ну, вот они настолько этим живут некоторые, что они теряют саму жизнь. Да, есть такое. Ну, не знаю, у меня, кстати, в окружении нет таких людей. Да, бренды носят, но как-то не заморачиваются так особенно. Не видела, чтоб там сильно. Ну вот у Вот. меня такая, Знакомая, да? да. Ну, это тяжело, потому что нужно все время бежать. Вот про эту ярмарку тщеславия. Я помню, как мне одна из моих клиенток рассказывала, ее соседка по вилле, да, она скупала этот Луи Вьютон. А почему-то качество чересчур плохое было. И канва вся полетела, и все. И она говорит, ну и не могу без них, ну как бы у них общество такое. И стыдно в этих ходить, потому что они все лопнули, вся канва лопнула. Мгм. Ну то есть вот так. Здесь тоже есть общество, где они, ну как бы это обязывает, да. А есть, ну скажем, просто прихоть такая, важность вот для человека, значит, я тогда уважаемый человек. Ну, наподобие Да? этого. Ну, примерно А, так это звучит. Значит, ко мне да. прислушиваются, значит, меня видят. Ну, то есть такая своеобразная проявленность. На самом деле, ну, как бы не это важно. Я смотрю, допустим, как многие очень харизматичные люди, они находятся, допустим, в Таиланде, да, в постоянных шортах и майках. Я помню, у меня подруга, она коллега же, Ксенька, они жили во Вьетнаме, и она всегда в майке и в короткой юбке, постоянно в этом. Вот, и она говорит, господи, боже ты мой, я уже, говорит, мечтаю что-нибудь такое очень такое красивое надеть, потому что, ну, они прожили 3 года, как раз они попали в пандемию, Мгм. и их закрыли, они не могли, они были где, Фантьет, да что ты прилипла, муха. Вот, Фантьет, по-моему, да, на острове они были, и они не могли выехать. И она говорит, я уже не могу в этих юбках и шортах ходить, хочется чего-нибудь нарядного. Вот, ну, то есть вот такие вещи. Это не оправдывает себя. Ну, то есть это... Я купила себе простые спортивные босоножки, ну, которые удобно ходить, и можно очень долго ходить по улице. Вот, и думаю, нет, я их не возьму в Египет.
А меня подруга спрашивает, почему? Они же удобные. Я говорю, потому что меня из них не вытряхнешь потом. Ну, я в них. Да, 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 Да. да. Есть, потому что я привезла обуви, я фанат хорошей такой комфортной обуви, но самые комфортные, простые спортивные вот, сандали, все. И действительно, ты в них можешь уже долго идти, долгую дорогу и комфортно ноге. Вот. Поэтому здесь в основном что-то такое простое одеваем. Ну, простое одеваем сама. Это я 17 килограмм же сбросила. И давай приехала первым делом, давай мерить вещи. Это так было забавно. Я вытряхнула, у меня 3 чемодана было, 3 всяких вещей, которые не налазили. И я, значит, сейчас девчатам рассказывала. Достала шорты, которые надевала, когда было, ну, допустим, там на сколько? На 15 килограмм я шире. Вот. И как я их надевала, вообще не понимаю, как они на меня налазили. Вот. Ну и достала вещи, такая, думаю, ой, эту рубашечку так давно не надевала. Но я думаю, сегодня как же? А кто-то из вас сказал, что голые. Так что вот. Светочка, привет, привет. Это мой спонсор Светлана. У меня есть 3 спонсора, представляешь? Классно. Моего канала. Привет. Девчонки, привет. Сегодня у нас в гостях Леночка, которая вернулась из России, минус 17 килограмм, и учит меня любить Египет, потому что я сказала, что я уж тут жить не могу. Она, в общем, у меня психотерапия. Не, на самом деле бывает, когда люди приезжают, вот есть внутренняя тревожность, и есть такое, когда хочется, ну, чтобы все было идеально. Значит, внутри такой голод, такая дыра внутри. Да? Ой, конечно. Потому что хочется, чтобы все идеально сверху, но внутри же беспокойство. Мне не хватает кислорода здесь. Мгм. Понимаешь? Я там Потому что деревьев мало. Да, я там вставала в 6 утра, и там такое море, и много вот этих Да. деревьев, и там просто ты в 6 утра встаешь и идешь. Тут я встаю в 9-10 утра, понимаешь? И мне просто нету, ну, не хватает мощи какой-то. Я вот только приехала, думаю, сейчас буду на зарядку ходить, знаешь, ничего вообще. Нет желания. Мотивации внутренней, да. Есть мотивация, просто там у меня это делалось легко, а тут никак. Ну, что-то сравниваешь. Не, на Ну, самом я, да, деле, я так что-то сравниваю. внутренне сравниваешь, и очень тяжело. Ух ты, как интересно. Слушайте, ну, бывает прям сильно интересно. Что? Ну, Она совсем без трусиков? ребят, простите, у нас бывает такое очень интересно, очень необычно. Слушай, она без трусов была? Боже, Я бедные что-то мужчины. аж до речи Нет, только потеряла. что перед нами просто была голая попа в центре города. Я подумала, что это, ну ладно, у меня плохое зрение, я привыкла к этому. Оказывается, это было... Так мы зависли все, мы аж опешили, потому что, ну, это реально такое Бродвей, здесь очень много людей, которые обслуживают отели, да, они как бы не привыкли все равно, ну, не привыкнут они такие темпераментные люди. И тут Серьезно? Серьезно? у нас до речи пропало. Да, Просто да. голая попа перед глазами. Вот да. Аж- 4 метра. Слушай, написали тебе, что ты в молодости была чертовка. Это правда? Было. Казанова? Ты была Казанова, да? Да? Было. Ребят, ну, правда, было. Вот, мне кажется, я сейчас уже не такая заводная. Вот. Был такой период какой-то. Мне кажется, что у меня фонтанировало внутри все. У меня темперамент такой очень мощный. И было. Короче, в общем, ты чпокала всех подряд, да? И такая была история. Да? Была у меня история А потом такая. как ты избавлялась от них? У меня была тогда травма. Мы расстались, первый мужчина, который меня бросил. Вот это было что-то, блин. И я Ты давай рассказывай, что такое сексуальное, потому что у меня подписчики подсажены на секс, эротику и разврат. Поэтому давай немножко погорячее. Ты расскажи, как ты кидала. Да-да, давай.
Ну, была такая, знаешь, какая-то обида была. Как так? Меня впервые хочешь бросили. такое? Но на самом деле я Ты прям переживала? очень сильно страдала. Да? У меня никогда не было проблем с мужчинами, да, Ага. а этот мужчина меня впервые бросил. Его, правда, уже в живых нет Да? давным-давно. Не я виновата. Это не я. Вот. Просто его, видимо, время пришло. Достаточно молодым умер. Он качался и кололся вот эти уколы, которые делают большие мышцы, короче. Вот, и тромб оборвался, и он умер. Это я уже потом узнала. Уже когда даже и не помнила, как его зовут. Ну, вот такая история у меня была. И мне казалось, что я ну, не мщу, нет, я ищу мужчину. На самом деле я часто как психолог, как специалист, я вам разложу себя. Мгм. Вот. И я просто, знаете, просто по-мужски ширинку застегивала. Он: ты оставишь номер телефона? Я поворачивалась Да? и уходила. Я думаю, господи, боже ты мой, как это могло быть? А мне это казалось нормальным тогда. И я выходила, хлопала дверью, и все. Это, ну, это какой-то такой был период, прям сумасшедший. И Чпокалась и все, да? я ни с кем не оставалась на второй раз. Это вот был огромный, я бы сказала, год, наверное, вот такого кутежа какого-то бешеного. А у меня еще тогда я потеряла бизнес как раз. Вот, мужчина ушел. Ну и как бы Ага. у меня денег не было тогда, ну бизнес, когда теряешь, денег не было. Вот, у меня друзья ушли. Вот, Да ты ну, в общем, что? да, ну а как? Подожди, подожди. Ну, а Ну, друзья почему ушли? ну, у меня было так. Едем в ресторан, Платишь ты, да? плачу я, да. Но у меня не было проблем с этим, понимаешь, Не-не, ну это. понятно, понятно. Вот. А Говори, говори. потом-то, конечно. Вот. И поэтому у меня такой какой-то... Мне казалось, что я прям свободная, кайфую. Нет, нифига, я была злобная, злая какая-то, озлобленная, да, и я просто прям, ну вот, как Вика говорит, чпокала. Вот. Был такой период в жизни, да. Вот. И когда женщина так поступает, ну, это не от заполненности. Женщина, она живет любовью. Сначала вот во внутреннем мире к себе, да, и тогда она может отдавать. А я только как этот пожиратель была. Я только забирала и все, поглощала. Вот. Не было ничего такого. Ни внутри, ну, вот человеческого такого, женского не было. Мистер, Внешне-то charge, please, всегда okay, было да, такое яркое. Ага. Вот. А, казалось бы, женственное, а внутри был вот этот характер кубанской казачки. Вот. Поэтому я вот вспоминаю, сейчас Вика сказала, я вспомнила, я так благополучно забыла это время, думаю, ой, не-не-не-не, это не со мной. Да нет, конечно, со мной. Я была всякая разная. Я проживала разные периоды жизни. И на самом деле это было, ну, есть что вспомнить. Не всегда этим можно гордиться, но я не могу сказать, что, ну, как бы мне стыдно. Нет, мне за свою жизнь не стыдно. Вот, вот все, что было в моей жизни, да, оно такое было где-то яркое, где-то очень такое фейерверком отдавало. Вот, так что На, а ты м, забирай, да? Занимай. понятно, да? Давай, давай. Сказали, что ты Надежда Бабкина. А, Что-то есть, кстати, да, знаете, я в юности, я же платиновая блондинка с детства была, и потом темнеешь, да, становишься такой русый волос, знаете, такой переспевшая пшеница, да, серо такой блонд сероватый. Вот, и я была, все говорили тогда, на тот момент, что я похожа на Терехову, как она, Маргарита Терехова, помните, «Миледи»? Вот, они говорят, прям вот один в один. А потом когда-то был такой интересный у меня знакомый, у него был свой театр. Ну, он такой нетрадиционный парень был. И он однажды подходит ко мне и говорит, Лен,
Вот хочешь затмить всех женщин? Я, Валера, конечно. Вот. Он такой говорит, покрась волосы в темный цвет. Я в этот же вечер покрасилась. Вот. И на самом деле, ну, у меня ярко-синие глаза и темный волос. И вот как-то так получилось, да, и тогда мне стали все говорить Надежда Бабкина. Да, вот мужчины в основном так говорили. Вот. Так что она же тоже казачка, поэтому, как говорится, недалеко яблоки от осины упали, да. Так что всегда какое-то сходство находится, хоть бы не скотство. Да, Вот. да. Да, сейчас Бывает. смотри, 19-15, прекрасная погода, правда? Вообще Кстати, отлично. запомни, то есть, получается, сюда приходить в 6 часов, супер, да? Ну вот, Да, ну, вот в данный вечерком. момент. Смотрите, я под закатом лежат, люди, понимаете? Да, да, тут у нас еще, Общаетесь. тут у нас не один психолог в данный момент, так получилось, что два вместе. Я еще Да. с двумя вместе психологами не была одновременно, так что у меня сегодня такой новый На опыт. лечении не была. Но у нас сегодня не лечение. Загадывай желание. Да, да, это только что мы сделали репортаж с Катенькой, я тебе сейчас покажу. Репортаж с Катей, мы сделали 2 видео про придурков-психопатов. И вот мы поехали на встречу с Леной в красивом месте. Я говорю, Катя, поехали с нами, сейчас я покажу красивенькие местечко тут. Если что, в следующий раз придем сюда про придурков говорить. Не, уже про любовь, мы уже больше не будем про придурков. Ну, Хватит, помаши. конечно. Да, уже ну, супер. про любовь пора. Не-не-не, я сказала, Катенька, мы делаем последнее, потому что я хочу про любовь говорить. Боже, как я хочу Всё верно. влюбиться. Боже, как я хочу влюбиться. Вот вы Классно. не представляете, я так хочу влюбиться, даже вчера расплакалась. Я сейчас поясню, потому что у меня 6 лет я провела в спортивной школе у папы. Мгм. Потом поступила в институт физкультуры сразу после школы. И потом приехала в Москву, работала в фитнес-клубе. И получается, Поверну, а то она забыла. вокруг меня всегда были интересные мужчины. А вот сейчас нет интересных мужчин. Ну, их нету. Ну, они есть, только они не интересные. Для меня точно. И я прям такие странные чувства проживаю. А я привыкла жить вот в какой-то такой, в эмоциях любви. Ее много было. А вот сейчас, ну как тебе, может, у меня весь сюда ресурс идет. Что такое? Я так хочу влюбиться. Вот, ну как-то, ну... Понимаешь, хочу влюбиться. Ну, что такое? Можете говорить, психологи? Диагноз мне, я все принимаю. Венера сейчас там Ви- какой-то знак. У меня, да? Да, кстати, вчера, Блин. меня ж не слышно. Ну давай, на, подожди, я тебе дам. Мне вчера подруга На, пишет. Мне одевай. вчера подруга пишет, говорит, я хочу влюбиться. Тоже, да? Да. Я. Я ей говорю, я тоже уже хочу и готова. Да ты что? И ты говоришь. Я. Да, Я так хочу влюбиться. я, конечно, шучу. Да, Я сегодня хочу. интересно. сегодня читаю прогноз астрологов, они там говорят, что Венера куда-то перешла, все хотят влюбиться. Прекрасное время, Вика. Да. Давай вперед из песни. Да, Ой, я ребятки. хочу, короче, мы все хотим влюбиться. Представляете, жара какая? Вообще супер. Пригрела голову, да? Темечко припекло на любовь. Вот тоже пишут, что тоже хотят влюбиться. Супер. Какой-то Евгений написал, что бабки совсем кукукнулись. Во-первых, вы Ну не да. бабки. А что нет-то? Да пускай да. Вот я знаю, что я буду такая, знаешь, вот, допустим, когда мне будет 100 лет, а я планирую жить 150. Я Ага. буду такой, знаешь, вредный блогер. Буду всех доставать, ходить. Ну, такой, знаешь, старушка-блогер. Некоторые в трамвае достают, а я буду так всех провоцировать, знаешь. Ой, на самом деле, да, бывает, Состояние. когда парнишек, видишь, на самом деле, вот интересный момент, да, когда, ну, вот такой комментарий, да, когда раздражает кто-то, блин, ну такая задница внутри, ну нет вот этого кайфа. Вот когда тебе кайфово, тебе все в кайф, тебе вот кто б ни шел, да, ну единственное, конечно, нас это, без трусов, конечно, нас удивило. Не, ну так перед нами еще, знаешь, не, самое интересное, такая компания, 2 психолога и блогер, и голая задница. И я думаю, надо же, вы не поверите. Я вот так смотрю, думаю, у меня, видимо, уже все. Зрение плохое. Деньга, да. Короче, все, мы должны все втроем разбогатеть, и не знаем как. В общем, Не, надо не-не-не. чулки покупать, деньги тихо, складывать. сейчас покажем верблюда. Смотрите, что у нас тут происходит. Так ты- Ой, подожди, не то. Вот Щас, верхний, да.
Тут еще не только голые задницы, тут еще верблюды ходят. Представляете, в какой мы местности живем? Вот так вот. Короче, фишка в чем? Да. Отлично. Но у нас сегодня разговор такой. Ладно, я тут запись оставлю. Ну а что, если тут ходят? Не-не-не, вот вы подтвердите. Просто знаете что? Я иногда вот порой вижу, на Мамше идут, ходят женщины в купальнике. Они думают, что это продолжение отеля. И они в купальнике херачат. А еще бывает такая, знаешь, ну что такая попа, как холодильник здоровенная. И ты думаешь, как так ничем не прикрыла? И потом ты понимаешь, что она вообще не стесняется, ты уже сам стесняешься. Нет, здесь, конечно, нужно соблюдать все равно, Ну. учитывать культуральность здесь, да, ну, как-то, ну, все равно у них это все под запретом. Здесь нет такого, как у нас, допустим, встретились два одиночества и пошли куда захотели, как говорится, любовью заниматься. Здесь нет, здесь тебя депортировать могут и посадить. Вот, поэтому Да. и за именно проституцию. Поэтому здесь Смотри, это что запрещено. Написали «хочу Лену». Ой, Не, ну у меня много озабоченных всяких людей. Потому что у меня Вот. так много этих, это ваши все, как называется, клиенты психологов. У меня тут их 30%. Вот это пока пользуйтесь, пока тут два психолога, разбирайтесь, записывайтесь. Потому что Вот. больше вам никто не сможет помочь, только вот они. Это точно. Да. Не-не, а Сам сейчас... себя не похвалишь, вряд ли кто похвалит. Поэтому Тогда... Не-не-не, ну это пусть это самое верблюды. Я просто о чем хочу сказать. Ну, когда приезжаете сюда, все равно надо соблюдать. Это ладно, здесь это центр, здесь улица, где со всех сторон есть отели, да, еще более-менее. Но я видела... Боюсь, что у меня грудь выпадет сейчас в кадр. Ничего у тебя там не будет. В кадр Вот. грудь. И я видела, у нас есть улочки, узкие улочки, где люди ходят в абаях. Абая – это такая длинная мужская одежда, там замотанные ходят. И вот самое интересное, понимаете, что эти, ну, некоторые люди вот там умудряются раздетыми ходить. Это не очень хорошо. И потом обижаются, что мужчины как-то так, ну, по-своему реагируют, да, может быть, держатся за какие-то места или пытаются потрогать. Но сейчас это запрещено, это можно пожаловаться в полицию и посадить. А ты знаешь, что вышел тут закон, если тебе прислали член, то ты можешь пойти в Да, полицию. я знаю. Там что, либо штраф, либо несколько... короче, его в тюрьму Не сажают. член, дик. Штраф кому? Тому, кому прислали? Я не знаю, надо поинтересоваться. А то у меня сейчас в данный момент в Фейсбуке 100 членов. Я думаю, если что, вдруг мало ли что случится в жизни, я буду вот на эти деньги жить. Я не знаю, Вот просто так вот. Вот, все, уже кому все штраф. продумано. Надо поинтересоваться. Если нет, то я займусь этим вопросом. Может, там, знаешь, будет круглая сумма. Вот так. Нет, на самом деле это вот достаточно серьезно. Почему и прекратили, ну вот раньше же очень многие присылали людям, да, девчонкам, чтобы Пипиньку. не развлечься. А сейчас все подприжались. Слушай, Вот. а ты, вот хорошо, ты мне скажи, вот подожди, Ага. знакомишься с мужчиной, ты еще его не знаешь, не видел, ну, может быть, видел один раз. Это мне даже один женатый выслал, он, видимо, что-то покурил и прислал мне член вечером свой. Женатый мужчина, причем женат на москвичке, господи. Я бы хотела на эту москвичку посмотреть. Да. И вот что они хотят этим сказать, когда высылают член? Для меня это отвратительно. Вот Помните? это жилистое фиолетовое какое-то существо, блин. Что это? Ну, Вещь, да, это какой-то, блин, что они нет, хотят сказать? знаешь, вот у меня же и степень по сексологии же есть, поэтому я работала и сексологом в свое время. И ты знаешь, когда все прекрасно в теле, все прекрасно. Понимаешь, то, что они присылают, вы помните, когда-то были мужчины, которые плащи вот так хопа открывали, да, и удивляли. Вот. Да. Вот. И это вот такой эксгибиционизм, чтобы показать, ну, вот себя.
Знаете, вот мне нравится очень много юморного на эту тему, когда, ой, и что это, что за позорище, да, вот, или наоборот, ну-ка, 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 а можно лупу просмотреть там или еще, ой, да что же это такое? Это помните анекдот старый, когда женщина пошла за хлебом, ну и смотрит, а мужик лежит такой пьяный в луже, она посмотрела на него. Ну, вроде ничего, вот даже одежда, видно, что, ну, вроде как неплохой мужчина. Ну, и думает, сейчас я быстро за хлебом побежала, возвращается, мужика нет. Она говорит, тю, то ли я 2 года хлеба не едала. Так и тут. Вот. На самом деле, да, мы, ну, там, в общем, пытаемся увидеть в этом неуважение. Ну, на самом деле можно поговорить и что, и теперь. Я могу сказать, конечно, резко, но а бывает и с юмором. Я могу спросить, а это нормальный размер для взрослого мужчины? Да, Вот. да. И все. И уже другая тема. Вот. И уже кому-то хочется спрятаться. Вот такая история. Когда ты относишься с юмором, когда тебе кайфово жить, ну, блин, ну это не ладно, господи, ну похвастался. Вот. Можно спросить, жалуетесь или хвастаетесь? Ну, это правда же чем-то. Поэтому с юмором к этому, с юмором. А когда вам кажется, что вас оскорбили частью какого-то кожаного мешка, Фу! вот. Мне блевать хочется, не то чтобы оскорбили. Меня может вырвать фиолетовый Подожди. Вот смотри, а как ты можешь полюбить, когда ты говоришь фу-фу-фу? Фу, А полюбить-то чё? не, так я могу полюбить пипиську после того, как я полюблю мужчину. А как я могу? Конечно, Ну безусловно. вот. Зачем мне вот эти фиолетовые зобры жилистые какие-то? Не, Ну, может, прищемил, хотел посоветоваться, а ты вот, ну вот что такое, а? Ну как так? Ну должно же быть по-женски отнестись. я по-женски возьму и пипиську отрежу. Ты бы сказала наоборот, что зеленки или там, может, йодиком, может, Йодиком, как-то да? это, пластырь налепить. Посылать. Вот так. Баклажаны мне тоже присылать, что ли? Ну, Так. Ну что такое, если я так реагирую? Ну зато я искренне же говорю. Какой? Почти у всех фиолетовые. В Египте у всех фиолетовые. Мне тут египтяне шлют. Никто больше не слал. У египтян фиолетовый писюн. Слушайте, вот опять я анекдот вспоминаю, все время вспоминаю. Это помните, когда старый-старый тоже анекдот, когда мужчина собирается жениться и берет свой детородный орган, красит в зеленый цвет, а друг говорит, зачем? А он говорит, представь, я такой захожу, раздеваюсь, а она спрашивает, а почему он у тебя зеленый? А я спрашиваю, а где ты видела другого цвета? Вот так, понимаете? Точно. Ребят, ну вот легче. На самом деле тогда легче жить. А то будете ходить, вот сколько ты уже с этим фу ходишь? Фу, это я если как только вспомню, у меня сразу фу. Я хочу Вот, влюбиться понимаете? в красивую человеческую душу, понимаешь? Ну что, если я так создана? Вот она. Я Да. хочу влюбиться в человеческую душу. Там уже не имеет, какого цвета писюн, уже не важно. Но если я воспринимаю мужчин по-другому, поступки, красивый внутренний мир. Вот внутренний мир – это самое основное. На самом деле тогда… Лена, слушай, Лена, всё. я придумала, смотри. Вот ты поговори с ними, вот смотри, я хочу влюбиться, а там точно есть одинокие мужчины. И вот поговори с ними, вот я сейчас пойду за телефоном, чтобы я не слышала. Поговори вот с мужчинами, что как нужно себя вести, чтобы Вика влюбилась. Потому что некоторые хотят, чтобы я в них влюбилась, а я не могу влюбиться. Поговори, я пойду сейчас, приду. Нет, на самом деле всегда интересно, мужчины по-разному и женщины по-разному воспринимают влюбленность, да, и я помню, у нас в институте первое мое обучение было, я училась в торговом институте, и у нас учился, я помню, Вачик.
армянин. И вот он рассказывал, я когда, говорит, в Россию приехал, в институт поступил, я знал всего 2 слова, как тебя зовут, и пошли. Вот. Но это на самом деле не работает, это правда. Мы, женщины, нам нужно какое-то подтверждение, а правда ли? А правда я могу на тебя опереться? А правда ты не бросишь? А правда я тебе нравлюсь? А точно ли? Нам какая-то нужна постоянное подтверждение, что а так ли это? А да? Вот. И да, это не закрытые какие-то могут быть потребности внутренние, вот, но когда вы мужчины поддерживаете. Многие, для кого как. Вот первое, это нужно разговаривать. Вот разговаривать это самое основное. Хотя бы узнать, а что для тебя вообще важно, что важно вот в отношениях, и потом сказать, что важно для меня. Мы обычно стесняемся, мы на встрече, на свидании, да, мы стараемся показаться лучше, да, чем мы на самом деле есть. Ну, вот такая фигня случается. И мы не задаем вопросы. А когда мы не задаем вопросы, мы не узнаем друг друга, а нам нужно знать. Встретились вы с женщиной, смотрите, если вы как мужчина, да, и смотрите, так, мне вот это нравится, мне вот это нравится, мне вот это нравится в ней. Теперь можно о жизни, как она смотрит на жизнь. А вот если случится, там, допустим, я заболею, как ты относишься, если мужчина заболел, да, как ты относишься, как бы ты хотела, чтобы я ухаживала или помогала, или был рядом, если ты заболеешь. То есть вот, знаете, это я что-то на болезнь, а так вообще у нас же очень много. Утром, как мы встаем, да, знаете, помнишь, мы с тобой разговаривали про то, как написать четкий образ человека, да, с кем ты хочешь жить. И вот я помню, как ко мне в кабинет пришла девочка вот с таким обрывком из тетрадки в клеточку, она написала, какого мужчину она хочет. Ну, елки-палки, ты вот с этим клочком жить будешь, просыпаться, засыпать, разговоры вести, это важно. И коммуникация – это самое главное. Вот, подготовьте вопросы для Виктории, и она ответит на них. И так потихонечку у вас завяжутся отношения. Да? Вот и все. Даже, Вик? Да. Ну какие вопросы задавайте? Все мы читаем. Давайте. На какой вопрос нам ответить? На любой. А? О, танцевать хочется? Мы можем пойти танцевать прям. Вы будете танцевать, а я буду снимать. Хотите? Да. Ну вот какие вопросы? Что в это самое? Фото тоже готовить? Фото. На ком из вас жениться? Господи, чат, о чем вы? Они стрим ради покрасоваться, плевать они на нас хотели. Ой! Так вы не задаете вопросов, вы просто там пишете, вы же не задаете вопросов. Не, ребят, красоваться это, можно хоть где. На улице, дома перед зеркалом, я в своем блоге. Вот, поэтому вот и все. А перед вами, смысл? Смысл? Хвалиться? Чем хвалиться? Что мы здесь живем? Да почему бы и нет? Да. Вот, да хоть где. Кстати, подписывайтесь на канал, новые гости моего новые гости, новые зрители, подписывайтесь на канал. Мы живем в Египте, делаем периодически такие прямые трансляции с Египта. Тут у нас еще тот девичник, это вообще тусовка, поэтому я не могу из Египта уехать, потому что они тут. Я теперь поняла. Так что подписывайтесь, периодически будете видеть стримы обязательно. Нажимайте на темный колокольчик, чтобы получать уведомления. И, в общем, будет классно. Вы не будете одиноки. Мы вас защитим от психов, от придурков и вылечим. Всех вылечим. Компания у нас серьезная. Да.
Самое важное это внутреннее, как вы внутренне себя чувствуете. Если вы внутренне хорошо себя чувствуете, всегда будет вопрос, блин, вы будете слышать свое тело, когда оно вам говорит, блин, беги, беги. Вот, вот так. Одна Поэтому, девушка написала, я написала лист, что бы хотела увидеть в своем будущем партнере, она сказала, что таких мужчин не существует. ну, интересно, интересно. Вы написали, чтобы у них крылья были? Вы написали, чтобы у них, не знаю, что много ног было или как? Всякие мужчины существуют, всякие мужчины, понимаете? И когда вы пишете четкий список, и мужчины тоже, когда пишете четко, что мне нужно от женщины. Вот, кстати, у мужчин очень короткий список, им много не надо. Сколько Вот. им надо? Им много не надо, им какой-то вот очень мало. Так мне тоже много не надо. Мне нужно, чтобы просто был щедрый и понимающий с глубиной. Ну, Мне подожди. тоже много не надо. Он может быть даже некрасивый и с пу***ом. Главное, чтобы он был мужчина. Ну, мужчина, не просто какой-то там влюбленный придурок. Ну, потому что тут много таких. Но с красивой мужской душой. Все. Мне тоже много не надо, Да, оказывается. я знаю таких мужчин. Знаешь, да, Прям ну вот. здесь, Ну, да. вот такая Да. порода. Меня берет порода. Должна быть порода в мужчине. На самом деле есть и здесь есть мужчины. А вопрос, когда они находят ту женщину, которую всю жизнь искали. Вот. Поэтому есть. Я наблюдала и наблюдаю картину любви. Это потрясающе. Это прям Кого? Лебедей? любви. А. Картину любви. Мужчины и женщины. Это кайф. Это прям офигеть. Как Слушай, красиво. ну ты вообще согласна, что, короче, кстати, Катя, тоже вот вопрос для двоих. Вот что чем сложнее и интереснее человек, такой, ну, с внутренним таким сложным миром, тем ему сложнее найти партнера. Вот мне кажется, да. Вы что думаете? Нет. Понимаете, вот сложность во внутреннем мире – это неразбериха внутри. Не разберись Понимаешь, внутри? нет фундаментального. Вот давайте, что, да? давайте я говорила уже. Вот у меня еще один диагноз. Сегодня уже мне еще 3 щас. дали. 3. Подожди, Это еще смотри, только начало, да? это неразбериха. Есть правила, есть. Мне уже все нравится. Да, Дорогие мужчины, кто любит таких женщин, которые называются неразбериха? Это я. Ну, короче, вам покажется, что вы живете в гареме, в сумасшедшем доме. Кто любит таких? Это я. Вот. Ну есть же такие, которые любят. Кать, есть? Ну, Есть, конечно, есть. есть. Короче, кто любит слегка ёбнутых? Это я. Вот. Нет, на самом деле, смотрите, я рассказывала уже, мы тогда с Викой разговаривали, что где-то к 21-27 годам наши родители, основные, да, они должны как образ перетечь во внутренний мир и стать вашей опорой. Вот когда есть опора, да, тогда это первый фундамент. И тогда все встает Слушай, на я места. где-то читала, что близнецы, они изначально немного тю-тю. Ну, потому что вас много. Меня 2 много. минимум. Минимум 2. Мне кажется, что я целый гарем. Да. Это вполне возможно. И это так реально, я могу быть вообще молчаливая, молчу вообще. То есть потом я могу исчезнуть, потом появиться. В общем, я даже хуже, чем все психопаты и абьюзеры вместе. Не, ну есть же я где-то- Любители. есть же любители таких, правда? Это да. Так, вы пишите. Может, я выйду замуж в августе. Вот. Ой, я хочу выйти замуж в августе. В августе нет, когда в сентябре, да, в октябре. Все, Всё. я буду кидать У нас есть невеста. без Все. жениха. Да. Да. Так, вы Ну, подожди. подпишитесь на канал, не потеряйте меня, старые девы. Что значит упустили? Лев назад. Ой, кстати, короче, расскажу вам историю смешную. У моей мамы была такая подружка, ну, наверное, сейчас умерла, давно это было. Ей было 78 лет на тот момент. Она уже, ну, есть женщины по-разному. Она работала судьей всю жизнь. То есть она такая очень О, подкована, эрудирована, всегда такую прическу вот это закрутит наверху. Губы накрашенные. Пришла как-то к нам в гости и говорит моему папе: Петр Николаевич,
вот присаживайтесь, говорит, вот мне нужен ваш совет, как от мужчины. Папа говорит, ну да, папа мой так очень любил побеседовать, но он такой, он очень... Ага. Она говорит, представляете, Петр Николаевич, у меня 3 жениха, не знаю, за кого замуж выйти. Папа говорит, я чуть не упал, тут молодые заморачиваются. А тут, Да, кстати. да, и она вышла замуж, он умер через год, она вот снова потом вышла замуж, уже не знаю, как... Ну, потому их что- же 3 было. Да, я уехала. И она настолько интересная бабенка, что мне просто... Она говорит, она уже там, короче, 2 похоронила еще до того, она всех хоронила, ну, много было там, ну, долго жила же. Вот так. Да, судья, вот, видимо, сразу имущество на себя сразу, да, там все оформлялось. Не, ну она классная. И так интересно было, что она, ну, то есть у нее всегда были женихи. Видимо, ждали, когда там следующий уже умрет жених, чтобы он там вот на очередь подоспел. Это очень смешно было, потому Вот что... смотри, она молодец. Она молодец, знаешь, в чем? В чем? В том, что для нее понятия женщина без мужчины не существовало. Понимаешь? Да? Да. У нее было внутри, что только с мужчиной. Поэтому она О, да ты что? переходила от одного к другому. Вот и все. Но это тоже... Написали, если у меня приданное, конечно, у меня в Египте есть приданное. У меня есть газовый баллон, плиточка, свой собственный газовый баллон. Понимаешь? Я поехала на базар и купила, потому что у меня не было. А я не хотела электрической это самое пользоваться. Поехала на базар, купила газовый баллон. Вот, потом у меня есть плитка сразу, потом у меня есть стол, потом тумбочка есть. Потом у меня есть черепашка, понимаете? Вот так Вот, вот. А поэтому вы думали? у меня есть приданое. Матрас новый, пришлось купить. Вот. Так что я со своим газом по всему миру поеду. Газовым Ой, баллоном. это важно. Слушай, а когда устанавливают новый газовый баллон, ну это, бля, надо меня видеть. Там же они проверяют, видели, как они зажигалкой? И я всегда, когда это начинается, я говорю, подожди, сейчас сделаю вот это мыльные пузыри, знаешь как? Да. И потом, он когда это делает, я так молюсь, говорю, Господи, ты же знаешь, что я тебе служу, дай мне еще, пожалуйста, 3 месяца. Через 3 месяца он снова приходит, я вот так каждый раз молюсь и думаю, вот новая жизнь. Это Слушайте, ужасно. ну это реально, как они это делают, это так, ну вот просто они не понимают. Едет машина полная этих баллонов, и они по ней... Это вообще в 40 градусов. Ох, ребятишки. Да, я уже посидела. В такой жизни напряженной. Вот. Ну и все. Всё. А что о них говорить? О Всё, том, всё. что они бесстрашные и газовые баллоны проверяют. Вот и все. Это мы уже 10 раз про это уже проговорили. Вот. Так что слышали, да, у Вики есть приданное. Да. Вот. Все. Сватаемся. Ребята, сватаемся. О чем вам еще рассказать? Это у нас спонтанно так вышло. Прямой эфир. Да, сегодня у нас сексуальная тема созрела. Я о сексе всегда, если честно, говорю. Просто, когда я не одна, я больше говорю. А почему созрела? Ну что такое? Леночка, ну там давай заканчивать это как-то. Да? На какой ноте? Ну, давай на сексуальной На ноте. сексуальной ноте. Господи. Да любите друг друга, да и все. Слушай, а ты вот как считаешь, что движет человечеством? Я считаю, что секс и творчество. Понимаешь? Рост Вот души. мне вчера позвонил друг, и ему очень понравилось вот видео с Екатериной. И он так говорит, такая интересная девушка. Я говорю, да-да-да, она такая сексуальная. Он говорит, ты знаешь, Виктория, я тебе скажу один такой секрет. На самом деле мужчины, они дружат только с теми женщинами, которые для них сексуально привлекательны. А? Вот, а так нет. А я могу дружить со всеми, кстати. А женщина, наверное, дружит с теми, с которыми точно ничего не будет. Вот, 100%. Потому что я со всеми могу дружить, как холодильник мужчина. Но если он меня накормит и будет добр, все,
То есть для меня главное, чтобы меня покормить и это самое, и быть добрым со мной, и все. Я меня- выхожу замуж. У Мне меня, мало да, надо. вот. У меня был друг, он погиб, и он когда-то говорил очень хорошую такую вещь. Он меня Лёлишна называл. Мы с ним дружили, прям дружили. И Сережка был. И он сказал очень важную тогда вещь. Он говорит: Лёль, я, говорит, ты думаешь, я тебя не хочу? Я безумно, говорит, хочу. Но я так дорожу дружбой с тобой. Я боюсь ее потерять. Вот Класс. такая история была. И... А? Говори. У меня тоже схожая история есть. То есть там не обязательно. У меня тоже, ну вообще друзей, если бы настоящих друзей, у меня только один друг мужчина, с которым я могу в открытую общаться, и то это даже такая дружба, наверное, он мне как брат, вот в какой-то степени, да, но были другие друзья, но у нас изначально на самом старте были проговоренные условия нашей дружбы, то есть он мне тоже откровенно говорил: Катя, я тебя хочу, но для меня общение с тобой гораздо важнее, ценнее, чем просто Да. переспать. И поэтому мне было достаточно безопасно с ним дружить, и это было, кстати, прикольно. У нас на берегу были проговорены вот эти все рамки. Да? И ни с его стороны, ни с моей стороны, ну, то есть я могла быть в расслабленном состоянии, не нужно было, если что, дополнительно встраивать границы. И он себя вел, ну, чисто реально как друг. Это классно. Да. Но вот что ты важную вещь сказала. У вас на берегу было проговорено все. Хочешь говорить, да? Вот. Да, на берегу было проговорено все. И поэтому Вот в эти это то, моменты- о чем я говорю, про коммуникации. Что обязательно нужно говорить. Нужно говорить о ценностях, что важно, что не важно. Ну а как по-другому? Как мы друг друга узнаем? Только так Ну, же. только так, да, безусловно, безусловно. Вот. Ну что ж, тогда, Екатерина, заканчивайте. Вы на меня А вот возложили. подожди, надо, наверное, почитать еще. Ну, давайте пишите еще какие-то вопросики, потому что у нас две сексуальные девушки с двух сторон. Пишите, такое Три. Ну, я блогер. Такое редко бывает. Давайте еще вопросы. Скажи, чтобы еще вопросы задавали. Так ты уже сказала, что ж еще. Вот. Так что... Да, Где магнитик? Зачитаю. вот она. Ну, кстати, творчество, ну вот ты сказала творчество, секс и творчество. Творчество – это ведь та же сексуальная энергия, только переведенная в более Да? тонкий возвышенный ранг. То есть, когда мы ее более Высокий грубую, уровень. да, более грубую поднимаем снизу вверх, а она у нас превращается в творческую энергию, и именно на ней и создается все. Да, есть низкие вибрации, это только, как говорится, прикосновение тел физически, да? А есть уже более высокий уровень, это творческий. Но это все сексуальная энергия. Это так. Слушайте, как кайфово, как вечереет здорово, да? Написали нам, на чьи деньги Красиво. гуляете. Надо сказать, что мы так... А хотят оплатить? Да, вы хотите оплатить? Хотите оплатить счет? Ой, кстати, Можем на ваши. скажи, что они могут отблагодарить нас. Скажи. Ну, Да, кстати, скажи. вы можете отблагодарить Да. девушек, отблагодарить за прекрасный эфир. Я тут Да, вообще да. в тени сидела, за кадром. Да. Мне тоже было Ребята, интересно когда послушать. задаете вопрос, на чьи деньги гуляете, вот, ну, как бы, женщины могут понять, что вы планируете Ну, оплатить. Вот и все. Да. Мы можем это самое, в следующий раз к вам А приехать. тебя не слышно. Разверни на Лену, я Скажи, даю микрофон. Скажи, что мы можем к ним приехать. Вика, передаешь, что мы можем к вам Не, ну я к ним не поеду. Не, ну если они в Хургаде, то приедем. Шашлыки готовьте. Готовьте шашлыки. Из лосося. Лосось, да. Класс. Ну прощайся. Все, я вам привет и пока. Да. Переключай на Лену, пусть Лена попрощается. Давай, переключись. Не представляешь, сзади как подойти на фотку. Ох. Ну что, будем завершать. Смотрите, как у нас Да, поговори. красиво завечерело. Да, так клево. Нет, на самом деле очень хорошие вечера стали. Такие они, ветерок и не жарко. Вот. А еще, если будете пить чайки со специями, будет вообще потрясающе. Вика там какие-то фотографии делает потрясающие.
Давай, беседуй. Вот, а я давай. Ну что, мои драгоценные, давайте с вами будем что-то там такого, как интересно что-то. С вами невозможно дружить. А, О, благодарю, шикарно. Можно с нами дружить. Дружить точно можно. А вот все остальное только разговаривать. А вот и там уже будет видно. Ну что, будем завершать эфир. Я, правда, не знаю, ни разу не завершала в Ютубе. У меня в Ютубе нет канала. Поэтому даже не знаю, где тут завершать. Вика, где здесь завершать? Не знаю. Так что пока спрашивайте. Я отвечу. Ну, шашлык в штанах, ребятки, ну что-то вы грубить стали. Правда, шляпа классно. Благодарю. Правда, мне сама удивилась, что панамки мне подходят. Мальчишки, не грубите. И дольше жить будете, и счастливее. А шашлык в штанах, ну, ребят, мне жаль, что у вас так. Вот. Так что... В штанах вы что-то пропустили? Да. Шашлык в штанах? Да. Как всё грустно. Про внутренние опоры. Про внутренние опоры. Ну, давайте я расскажу. Внутренние опоры – это когда мы можем выдерживать любые ситуации. Вот смотрите, что бы ни происходило, можно выдержать. Это могут быть и заболевания близких, и у человека могут быть заболевания. Да? Выдержать это нужны опоры. Что такое опоры? У нас есть внутренний мир. И вот каков он, такой и снаружи. Понимаете? Вот если внутри, что мужчины все как говорится, да, то и снаружи будет это. А если мужчины, ну, они классные, они другие, да, они смешные бывают, все, но они классные, вот, то и снаружи точно так же, понимаете? Внутренний мир – это когда все на своих местах. Вот знаете, это как будто королевство, внутреннее королевство. Вот есть король, да, есть королева, ну, у кого-то в голове нет этой пары, нет этого союза, значит, и не может построить отношения, потому что внутри нет этого союза. Есть там, допустим, какие-то подданные, одни решают, они умеют коммуницировать, другие договариваться и так далее. Это все вы, это все ваши внутренние части, понимаете, да? И вот когда есть опоры, тогда вам ничего, вам все по плечу. Да, любая ситуация. Вот так. Поэтому, ребят, внутренний мир, он очень важен. Что внутри, то и снаружи. Если хочется что-то изменить, вот прям рекомендую, поработайте с внутренним миром. Да? Я не люблю это слово «поработайте», но работать приходится. Как хотите, но приходится работать. Вот, к сожалению, так. Вот, потому что надо построить свою жизнь такой, какой вы хотите. И это не всегда вот по щелчку пальца. Понимаете? Вот. 19 лет стажа. Поэтому я, честно говоря, видела столько разных историй, столько и грустных, и когда грустные приходили, как менялись отношения. Когда внутренний мир укрепляешь, когда иерархия вся, все на месте, все соблюдено, все прекрасно, да, и снаружи все меняется, отношения с деньгами, любые проявленности, вот как любят говорить, да, все меняется. Понятно ли я говорю? Если непонятно, напишите, я другим языком вам отвечу. Я обычно люблю примеры приводить, да, потому что у меня много на консультациях людей, которым я помогаю выстроить отношения, поправить бизнес. Это все вначале внутри. Нет ничего снаружи. Понимаете? Все внутри. И если внутри все... есть любящие родители, да. Вот я почему сказала, что к 21-27 годам родители, да, образ родителей, он должен стать внутри
опорным, когда тебя понимают, когда верят в тебя, когда тобой гордятся, когда тебя любят. И это ничего общего не имеет с физическими родителями. Это выстраивается, этот мир, он выстраивается, понимаете, специально. И тогда уже, если, ну, то есть бывает так, когда родители, ну, скажем, мягко недолюбили, может быть, недообъяснили, как жить, как общаться с мужчинами и так далее, да, так случается. Вот, тогда мы берем дело в свои руки, сами строим родителей такими, которые бы хотелось, да, когда папа любит, говорит, что ты моя принцесса, ты моя любимая доченька, ты самая лучшая. Мужчины, они классные, но с ними нужно разговаривать. Нужно говорить честно и открыто, что ты хочешь. Вот, что тебе не нравится, что нравится. Вот, а мама говорит, ты у меня самая красивая, ты будущая женщина, которая может дарить любовь. Понимаете, вот когда внутри такие родители, можно строить любые отношения. Я понятно говорю, Вик? Да, Ты да. не смотришь? У меня, не, так я слушаю. Да, главное, что, видишь, я не вижу же, что пишут. Вдруг непонятно. Пишут, как работать с внутренним миром. А ты рассказала. Нет, как работать с внутренним да, миром? Ребят, это прям лучше всего со специалистом. Вы можете сами, да, но, блин, ну невозможно научиться по книжке плавать. Лучше со специалистом. Выберите хорошего специалиста. Приходите и говорите прям смело, я хочу вот это и вот это. Мне нужно, чтобы в моей жизни вот это было, поменялось вот это, чтобы я чувствовала себя вот так и вот так и вот так. Вы даете специалисту задачу. Специалист вам пишет программу, что сначала задает вопросы, да, ну вот я, допустим, провожу диагностическую сессию, я спрашиваю человека, смотрю, подходит он, ну мне как объяснить, хочет ли он действительно работать и поменять все в жизни или нет. И я подхожу к этому клиенту или нет. И мы договариваемся, я тогда пишу программу полную и говорю, вот столько времени нужно на то, чтобы достичь вот этого. Понятно, да? И тогда человек сам решает, готов он или нет. Ну, вот я, допустим, я знаю человека, который ко мне пришел, я сейчас вам скажу, подождите. И вот недавно девушка, она мне впервые написала в 17 году, потом в 18, потом пропала и написала вот 2 недели назад. Я еще в России была. Вот, понимаете? Ну, то есть, а за это время ничего не изменилось. То есть потеря времени получилась. Есть у меня хороший знакомый мужчина, он очень долго думал. Ну вот сейчас ему 42 ему года. Я говорю, что поменялось в твоей жизни? И начинаем разбирать, и он видит, что ухудшилось. Я говорю, как ты хочешь дальше? Хочешь? Двигаться нужно. Значит, нужно вот это, вот это, вот это. Ну, то есть вот выберите специалиста, который вам подойдет, который, вот вы чувствуете, он или она мне подойдет. Смотрите, мужчина или женщина. Я вот, допустим, мужчинам, которые хотят чего-то добиться, но у них, допустим, не было отца, я рекомендую выбрать мужчину-психолога. Вот тогда, то есть не женщину, иначе это будет опять материнская такая история, как к мамке. А нужно мужчину, который поможет взрастить. Да? Женщине не обязательно выбирать мужчину-психолога, если не было отца. Вот. А мужчине я бы рекомендовала, всегда рекомендую. Вот такая история. Поэтому смотрите, специалист хороший, который хорошо работает с внутренним миром, он вас проведет, он хороший проводник, он вас возьмет за руку, проведет, скажем, к счастливой жизни, к тому,
к той цели, которую вы хотите. Но всегда есть промежуточные, да, и он вам покажет эти промежуточные цели, и вы придете к ним. Вот. Ответила? Ответила, шикарно. Да. Прощайся с ними. Я не знаю, где здесь выключать, я уже пыталась прощаться. Да, мы уже Ну что, полчаса мои прошли. драгоценные, благодарю вас за то, что были с нами. Это правда кайфово. И благодарю, что доверились, да, и послушали. Я не знаю, мне кажется, несло, что только и про дарменов, да, и про газ поговорили, про все, и про спецназ, и про все. Да. Про голую попу.